Здравствуйте, мои дорогие зрители! У нас прогноз на третью декаду декабря для знака зодиака Лев. Мы коротко посмотрим по всем сферам жизни, что у вас будет происходить. Львы, третья декада декабря. Как вы проведете Новый год, я посмотрю отдельно. Давайте посмотрим, что вас ожидает. Да, если у вас есть какая-то мечта или желание, подумайте или загадайте. Мы посмотрим, исполнится она или нет в эти 10 дней. Львы, третья декада. Ну, как-то путаются. Да. Давайте посмотрим, что у вас будет происходить в начале этих 10 дней. Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любовных отношениях? Первая карта. У кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Что у вас? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. Давайте посмотрим, что нам скажет Ленорман. Так, сюрприз или неожиданность. Львы, третья декада декабря. Или на чем-то Ленорман сделает вам акцент. Так. Ну, как сюрприз, неожиданность, карта показывает, что кто-то из львов сейчас может неожиданно для себя заняться, например, духовным ростом, медитациями. И это приведет вас к такому духовному насыщению. Еще у кого-то, если были проблемы со здоровьем, какая-то нестабильность, это может быть связано с деторождением. Здесь карты говорят, за деньги какое-то лечение, который вам поможет забеременеть. Вот здесь у нас ложится королева мечей, это врач. Но тут или связано с деторождением, или просто с вашим здоровьем. А для тех львов, кто работал над каким-то творческим проектом, вкладывался в какое-то дело, да, дерево это, знаете, медленный, может быть, даже едва ощутимый рост. Здесь у вас придет прибыль к концу года. Здесь еще может быть работа или проект, связанный с вашей интуицией, или какие-то, может быть, целительские практики. То ли здесь клиентов много будет, заказов вот перед Новым годом, ну и, соответственно, рост прибыли. Для кого-то здесь будет много общения с семьей, с вашими родными и близкими, может быть, какое-то объединение. Здесь фактор может быть мамы. Да, это когда весь род встречается. Ну, сейчас Новый год у нас. Еще, может быть, кто-то будет, знаете, эти петарды запускать все вместе на Новый год. Также смотрите, да, прибыль-то, но у кого-то здесь может быть завершение какого-то крупного проекта, над которым вы трудились. Получение прибыли, и карта говорит по дереву, вам нужно вот эти новогодние праздники провести с пользой для своего здоровья. Отдохнуть, развеяться, выспаться, может быть, куда-то съездить всей семьей. Скорее всего, финансы вам будут это позволять. Хорошо, в начале этих 10 дней король кубков. Ну, тут карта может показывать мужчин, которые влюбятся, или вы будете проявлять качество короля кубков. Это, знаете, забота о родных, близких, может быть, поиск подарков, может быть, помощь какая-то нужна будет по дому или там родственникам, друзьям. Может быть, какие-то приятные новости для вас или от такого короля. А для женщин, может быть, это ваш супруг, отец, может быть, взрослый сын. Но вот эти две карты и Луна для кого-то из львов говорят о враче. Это врач-терапевт. Он лечит лекарствами. А это врач-хирург, женщина.
То есть, может быть, для кого-то из женщин здесь консультация с двумя врачами, помощь, например, для того, чтобы забеременеть. Скорее всего, по рыбам это вот как, знаете, осеменение, да, это может быть ЭКО. То есть врач, терапевт, ну не терапевт, а гинеколог, который дает вам направление обратиться к врачу-хирургу, да, провести вот эту операцию. Еще карта советует в начале этих 10 дней вам постараться контролировать ваши эмоции. Так, сейчас я одну карту положу на этого короля. Да, у кого-то здесь может быть новая любовь, зарождение чувств. Да, но тут какие-то заботы и вопросы, связанные с вашим домом. Это практически все, что я озвучила. Да, у кого-то может быть любовь, смена статуса, потому что Новый год вы уже встретите с новым партнером, тут влюбленный. Может быть, у кого-то неожиданное получение наследства или решение вопросов с недвижимостью. Тогда королева мечей может показывать адвоката, судью или человека, который подписывает какие-то документы. Может быть, тут дарственное. Или все-таки подготовка к празднику. А для кого-то еще из львов может быть помощь в нахождении работы от такого короля. Тут или начало своего проекта, может быть помощь финансами, или человек поможет вам вот, найти новую работу. Хорошо, отношения, брак, но тут какая-то королева мечей. Для мужчин это может быть ваша супруга, возлюбленная, представительница воздушной стихии. Или опять же здесь какие-то официальные документы, вот врачи. Ну давайте посмотрим. Да, какой-то специалист вам нужен будет. Тут может быть еще отшельник, это могут показывать пожилых людей. Тут какая-то забота или что-то, опять же, ввод в наследство. Или, может быть, вам для пожилого человека нужно будет искать врача. Это вот забота о своих родственниках. Может быть, придется заплатить. Да, у кого-то в отношениях в браке может быть развод. Потому что королева мечей – это судья и обретение одиночества. Хорошо, для тех, кто в поиске, да, здесь есть шанс познакомиться. Тут или там, где вы работаете, в какой-то крупной компании, да, вот король кубков. Мужчина влюбится, женщина, вот появится мужчина вот с этой чашей любви. Или, может быть, вас на Новый год куда-то пригласят в гости. Карта говорит, идите, есть шанс познакомиться, тем более на дне колоды я увидела восьмерка. То есть вот эта тройка перейдет в восьмерку. Восьмерка всегда показывает начало долгосрочных, стабильных отношений. Хорошо, работа. Ну, в работе что-то у вас тут все зависло. Конечно, карта может показывать, что вот новогодние праздники отпустят там вас, распустят без оплаты. Или, может быть, какие-то ваши проекты зашли в тупик. Как бы вот эта карта, это говорит, был какой-то у вас проект, бизнес, во что вы вкладывались, и вот, может быть, не развивался. Но здесь-то карты говорят, что вы можете то ли его закончить, то ли наконец-то уже получить признание, наплыв клиентов, да, и прибыль. Ну, давайте посмотрим. Вам здесь партнер нужен. Может быть, вот как раз какой-то король кубков. Если вам в одиночку выйти из какой-то сложной ситуации тяжело, тут или будет предложение о новой работе, то есть это уход, или, может быть, какой-то человек поможет вам вот наконец-то что-то завершить и получить прибыль. Потому что у вас и в конце Нового года тоже ложится партнерство. Еще по повешенному. Если вы работаете над каким-то своим проектом, делом, замыслом, и вы попали в какую-то сложную ситуацию, по повешенному вам нужно пересмотреть свой взгляд, что ли, или отношение к этому проекту. Может быть, вам кто-то даст отдельный совет. Знаете как, взгляд со стороны. Вот вы над чем-то работаете, и ничего не продвигается. Ну, как вариант, вот вы выкладываете ролики на YouTube, у вас есть канал, и совсем нет ни просмотров, ни подписчиков. Тут или в паре с кем-то нужно будет, то есть какое-то еще направление, может быть, выбрать.
Или человек вам, например, поможет финансами. Или здесь карта говорит, человек даст вам совет, то есть он вам подскажет, почему не развивается. Может быть, что-то вы не так говорите или что-то не так делаете. То есть вот здесь вот карта советует вам прислушаться. Ну, для тех, кто ищет, да, тут или, знаете, кто-то может уехать в дорогу, может быть, опять в паре с кем-то, вот с королем кубков. Ну, мужчина, может быть, ваш друг, друг вас куда-то пригласит, куда-то уехать на заработки. Или здесь нахождение новой работы. Опять же, может быть, карта говорит, что кто-то выступит как протеже. Но это кто-то для вас очень близкий. А может быть, человек зародит вам в голову какую-то ценную идею, которую вы прям загоритесь и захотите воплотить в жизнь. Но так как у нас в совет предупреждения ложится восьмерка мечей, может быть, для вас тоже важно будет вот это партнерство. То есть, да, идея-то появится, замысел появится, или дорога, но, скорее всего, опять в паре с кем-то. Может быть, это кто-то из вашей семьи. Финансы, пятерка пентаклей. Ну, если будете делать подарки к Новому году, готовиться к столу, то рассчитайте финансы, чтобы после Нового года у вас что-то осталось. Потому что иногда пятерка говорит о непомерных тратах. Она всегда советует: составьте список, чтобы не потратить больше, чем того следует. Ну и все-таки рассчитывайте свой бюджет. Потому что и в предупреждении карта говорит об ограничениях. Да? Вот когда мы ограничиваем себя в финансах. Потому что вот здесь на эмоциях сделать приятное своим родным и близким и рыбы, да, большие траты. Ну, смотрите, да, вас карты предупредили. В конце этих 10 дней, уже ближе к Новому году, здесь влюбленные ложатся. Ну, я говорю, здесь у кого-то зарождение партнерства. Это может быть партнерство в бизнесе, в работе. Это партнерство в любви. Также карта говорит о выборе. Если вы здесь будете что-то решать, по старшему аркану, как правило, это что-то очень серьезное, судьбоносное, то здесь карта говорит: слушайте свое сердце. Не позволяйте никому на вас давить, принуждать к чему-то. Здесь вы должны слушать только себя. Ну, а для тех, кто познакомится, здесь мало того, что вы будете вместе проводить Новый год, но здесь еще карта говорит и любовь, и страсть. Ну, у нас восьмерка показала, что это очень долгосрочные отношения. Поэтому знакомьтесь. Хорошо. Да, в совет восьмерка мечей. Здесь вот как раз принятие решения, и карта говорит, что не ограничивайте себя. Это когда мы не признаем за собой право что-то решать в своей жизни. Вот эти две карты говорят, вы здесь какой-то выбор в конце этих 10 дней, вообще в конце этого года, вы должны делать сами или со своим любимым человеком. Если у кого-то есть ограничения со здоровьем, то вот здесь как раз вам и советуют. Какие-то врачи вам помогут. Но надо этих специалистов искать. Ну, а для тех, кто в поиске, не ограничивайте себя в любви. Есть шанс обрести счастье перед Новым годом. Так, давайте для вас получим совет. Львы, третья декада, декабря. Совет от веканского оракула. Это малый народец, но у вас перевернутая сейчас. Какая-то мелочь, которую вы, скорее всего, даже не заметили, может замедлить ваше продвижение и успех. Уделите внимание деталям. Хорошо, давайте мы посмотрим маятник для вас. Сейчас я карту уберу. Я надеюсь, вы уже загадали желание. Или есть у вас какая-то заветная мечта. Так, сейчас львы. Маятник, ответьте, пожалуйста, львам. Исполнится ли их желание или мечта? Третья декада декабря.
Ответ, да. Такой у нас с вами получился прогноз. Еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. Удачи вам в Новом году. Благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Всего вам хорошего.